В этом видео поговорим об одном из настоящих суперфудов – костном отваре. Давайте разберемся, почему его называют чудо-едой и как он может помочь вашему организму. Также развенчаем опасения по поводу него, поговорим о некоторых ограничениях и в конце приведу примерный рецепт такого отвара с учетом традиций китайской медицины. Такой отвар не просто вкусный бульон или суп, а мощное средство для укрепления здоровья, которое использовали тысячелетия подавляющее большинство народов мира. Костный отвар часто является основой профессиональной кухни и кухни для гурманов, благодаря своему непревзойденному вкусу и насыщенности. Он служит основой для многих рецептов в многочисленных национальных кухнях, включая супы, соусы и подливки. Бульон – это ценная еда и одновременно ценное лекарство. Итак, костный отвар – это насыщенный бульон, который получают при длительном от 3 до 48 часов кипячении мяса и костей животных – говяжьих, куриных или даже рыбьих и многих других. В процессе варки, как из мяса, так и из костей, хрящей и сухожилий, выделяются ценные вещества – белковый, коллаген, желатин, аминокислоты, так и небелковый – кальций, магний, фосфор природы и другие полезные соединения. Назову 3 главных преимущества костного отвара. Первое – здоровье костей и суставов. Важно понимать, что белковые соединения из отвара в процессе готовки и в нашем пищеварительном тракте по большей части разрушаются и поступают в наш организм в виде набора аминокислот. То есть мы не можем, употребив отвар из животного, напрямую полностью восстановить собственный поврежденный, к примеру, коленный сустав, в силу особенностей усвоения белков из пищи. Однако набор аминокислот, который поступает в наш организм после употребления такого бульона, является достаточно полноценным для возможности включения нашим организмом собственных восстановительных процессов. Это же касается и минерального состава. С бульоном мы получаем содержащиеся в нем минералы, кальций, фосфор и другие, для полноценного метаболизма и, соответственно, для поддержания здоровья в суставах и самих костей. Второе. Улучшение и облегчение пищеварения. Процесс усвоения белков сам по себе довольно энергозатратный процесс. К тому же для полноценного переваривания и усвоения протеинов и жиров требуется активная работа многочисленных пищеварительных желез. Задумаемся, ведь для получения энергетических и пластических веществ нашему организму надо пищу измельчить, обработать механически и химически, обезвредить ее и обезвредить некоторые продукты расщепления, обеспечить хорошее всасывание в кровеносное или лимфатическое русло, синтезировать гормоны, витамины и ферменты, сформировать отходы и вывести их. При употреблении бульона, по сути жидкой еды, мы получаем значительное количество полезных веществ, не перегружая пищеварительную систему. Третье. Бульон быстро насыщает, поэтому он может быть полезен и необходим тем, кто восстанавливается после травм, тем, кто ослаблен или истощен. Или наоборот, активно занимающимся спортсменам бульон быстро восстановит электролитный баланс в крови, не даст потерять массу и подкрепит энергетически. Будет необъективным говорить, что именно бульон быстро и сразу восстанавливает слизистую кишечника или улучшает пищеварение пищи, или укрепляет иммунитет, или снимает воспаление, или уменьшает морщины, повышает упругость кожи, улучшает рост волос и ногтей, успокаивает нервную систему, способствует глубокому сну. Но будет справедливым заметить, что употребление в пищу отвара может быть вкусным и полезным, в том числе по перечисленным его преимуществам и благодаря входящим в него компонентам. Может ли бульон быть вредным для здоровья? Да, как и все продукты. Давайте перечислим некоторые факторы. При избыточной массе тела необходимо контролировать общее количество поступающих и расходуемых калорий. При артериальной гипертензии желательно следить за потреблением натрия и, соответственно, поваренной соли, добавляемой в бульон. При нарушениях метаболизма холестерина чрезмерное количество животной пищи нежелательно. Иными словами, вся вредность может быть компенсирована здравым смыслом при употреблении любого продукта. Ну и самый главный негативный миф. Это о вреде суставам от употребления бульона из-за накопления в организме мочевой кислоты. Мочевая кислота – это конечный пункт пуринового обмена у человека. Пуриновый обмен имеет чрезвычайно сложную и до сих пор еще недостаточно изученную систему регуляции.
Есть результаты исследований, свидетельствующие, что нарушения регуляции играют важную роль в возникновении и развитии заболеваний, связанных с метаболизмом пуринов. К самым известным нарушениям относят мочекаменную болезнь и подагру. Хочу обратить внимание, что пурины сами по себе не вредны. Большая часть пуринов в нашем организме образуется путем биосинтеза самим нашим организмом. Более того, ткани, не способные к синтезу пуринов, эритроциты, полиморфно-ядерные лейкоциты, частично мозг и некоторые лимфоциты специально обеспечиваются пуринами в нашем теле, в основном из печени. Небольшая часть готовых пуринов берется организмом из пищи. Правда, есть некоторые исследования, что пищевые пурины не включаются в работу ни с нуклеиновыми кислотами человека, ни с коферментами, как АТФ или НАД. При этом известно, что около трети выводимой из организма мочевой кислоты, повторюсь, конечного продукта пуринового обмена у человека, происходит из пуринов пищи. Примерно 2/3 мочевой кислоты выводится у человека с мочой, а оставшаяся треть главным образом выделяется в кишечник и там частично распадается, а частично всасывается обратно. При нарушениях пуринового обмена происходит гиперпродукция мочевой кислоты, что проявляется повышением ее концентрации в крови, называется гиперурикемия. Нарушения обменов пуринов крайне разнообразны. Приведу некоторые. Так, к накоплению в организме приводят следующие причины повышения биосинтеза пуринов или гиперпродукции уратов. Это генетические ферментативные дефекты, сопутствующие заболевания, как миелопролиферативные и лимфопролиферативные синдромы, полицитемия, злокачественные опухоли, распад опухолей, псориаз в тяжелой форме или в обострении, ожирение, лекарственные препараты, пищевые продукты и токсины, цитотоксические препараты, варфарин, этанол, длительный прием диуретиков, хроническая свинцовая интоксикация. А также причины снижения почечной экскреции уратов. Это хроническая почечная недостаточность, практически любой этиологии, артериальная гипертензия, метаболический синдром, ожирение, кетоацидоз, лактатоцидоз, гипотиреоз, гиперпаратиреоз, саркоидоз, наследственная уратная нефропатия. Имеются данные о влиянии на уровень урикемии инсулинорезистентности. Известно, что в нормальных концентрациях инсулин не влияет на выведение почками мочевой кислоты. Однако при наличии инсулинорезистентности и гиперинсулинемии повышается реабсорбция натрия в проксимальных канальцах почек с увеличением реабсорбции уратов, что способствует развитию гиперурикемии. Причин накопления уратов в организме масса, и действительно очень важно об этом помнить. Люди, кто склонен к таким заболеваниям, стараются следить за потреблением пуринов во избежание их избытка в организме. Одновременно с этим здоровым людям пугаться пуринов не стоит. Наш организм великолепно зарегулирован в части обменов пуринов для различных нормальных физиологических условий. Так же, как об этом не думают и не пугаются здоровые люди, когда заказывают чай, кофе, какао или шоколад. Для сравнения, в говядине или баранине из расчета на 100 граммов содержится около 60 мг пуринов и около 160 мг мочевой кислоты, тогда как пуринов в шоколаде 600 мг, в кофе еще больше 1000, а в какао более 1500 мг. Даже в самых насыщенных пуринами тимусе и мозгах животных около 500-800 мг. Но я думаю, вы не часто их покупаете, а добавить в отвар кусочек печени или языка не критично. Лучше использовать баранину, в ней пуринов меньше, чем в говядине. В овсянке и гречневой крупе от 40 до 60 мг пуринов. Это практически столько же, сколько в баранине и говядине. Так что бульон в части страхов, связанных с нарушениями пуринового обмена, для большинства здоровых людей примерно на уровне порции гречки и безопаснее кружки какао или кофе с шоколадкой. Итак, как же приготовить костный бульон? Выбирайте качественные продукты, лучше всего с доверенных фермерских хозяйств. Положите кости и мясо в кастрюлю, залейте их холодной водой, доведите до кипения и слейте воду. Потом залейте ингредиенты горячей водой из расчета на 1 кг содержимого 2 литра воды. Добавьте небольшое количество кислоты. На кастрюлю 1-2 ложки яблочного уксуса или лимонного или лаймового сока. Он поможет извлечь максимум из хрящей. Также можно добавить немного корня имбиря,
несколько зубчиков чеснока и немного красного вина. Варите от 3 до 48 часов на медленном огне. Используйте специи за полчаса до готовности или по собственному вкусу. После готовности отделите мясо, процедите отвар, чтобы удалить кости и части, которые вы не хотите есть, и дайте бульону остыть. Удалите образовавшийся на поверхности жир, разлейте бульон по стаканчикам, и если вы приготовили бульон впрок, его можно легко заморозить, чтобы сохранить на потом. В зависимости от того, какой синдром определил у вас доктор китайской медицины, вы можете использовать дополнительные ингредиенты для того, чтобы придать бульону или супу из него необходимые свойства. Так баранина относится к элементу огня и имеет горячие свойства. К этому же элементу огня, но с теплыми свойствами, относятся козий и овечий сыр, паприка, куркума, розмарин, тимьян. Нейтральными будут гречка и свекла. А вот говядина относится к элементу земля с нейтральными свойствами. Такими же являются такие продукты, которые мы часто используем для супа. Это зеленая фасоль и горох, белокочанная капуста и кальраби, морковь, картофель и репа. А если вы хотите воздействовать на работу органов и систем с точки зрения китайской медицины, то можно, например, добавить китайский картофель. Это клубни диаскорей многокистевой. Кстати, этот вид ямса отличается тем, что его клубни можно есть сырыми, в отличие от нашего посленового картофеля. Китайский ямс сладкий и нейтральный, улучшает работу селезенки и питает желудок. Можно добавить семена коекса, они же слезы Иова. Издалека они немного похожи на перловку, а по действию они сладкие или пресные и холодные. Также усиливают селезенку с точки зрения китайской медицины и способствуют пищеварению. И еще я люблю корень острогала, он сладкий и теплый, усиливает жизненную силу, улучшает внешний вид, удаляет токсины. Таких добавок для супа может быть несколько, ваш доктор сможет вам их порекомендовать. Бульон или суп можно рассматривать как белковую добавку или добавку с кальцием. Кроме того, содержимое баночек в аптеках, прячущееся за модными словами как глицин и пролин, коллаген, желатин, кальций и фосфор, гиалуроновая кислота, глюкозамин и хондроитин, находятся в вашем бульоне. И вот еще преимущество отвара. Его невозможно забыть принять, так как это еда. Пейте его как теплый напиток и используйте как основу для супов и соусов. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, напишите в комментариях, пробовали ли вы костный бульон и какие изменения заметили. И до новых встреч!